Очень часто можно услышать такое мнение, что самое опасное создание в мире – это человек. И в некоторых ситуациях с этим сложно не согласиться. Но если это так, то на что способен человек, доведенный до отчаяния? Человек, которому нечего терять. Перед тем, как перейти к самой мести Марвина Химейра, стоит сначала рассказать короткую предысторию этого конфликта. Марвин проживал в маленьком городке Гранби, штат Колорадо, население которого составляет всего 2000 жителей. Основным его занятием была работа сварщиком. У него была своя мастерская, где он чинил автомобили и некую другую технику, чем в основном и зарабатывал на жизнь. Мастерская Марвина примыкала одной стороной к территории цементного завода Маунтин Парк. Управление завода решило расширить территорию, построив еще одну технологическую линию. Это требовало выкупа примыкающих земельных участков, и вскоре они все были выкуплены, или правильнее сказать, почти все. Исключение составил лишь участок Марвина. Далее существуют две версии произошедшего, обе из которых привели к одному и тому же. Первая версия говорит о том, что управление завода предложило Марвину $250 тысяч за его участок, и он вроде бы сначала согласился, но потом начал необоснованно повышать цену, сначала до $400 тысяч, а затем и вовсе до $1 миллиона. Но многие считают, что эта версия была запущена в интернет семьей, владеющей заводом, дабы очернить репутацию Марвина. Согласно второй версии, Марвин изначально не собирался продавать свой участок ни за какие деньги. Как бы то ни было, заводу любой ценой нужна была земля Марвина, и после того, как стало понятно, что Марвин не пойдет на условия завода добровольно, огромная корпорация, пользуясь коррумпированностью местной администрации, стала травить Марвина. Как было сказано ранее, городок был небольшим, и всем в этом городке заправляла семья Томпсон, с которой, собственно, и нужно было договориться руководству заводом. Когда же это произошло, то это стало началом бед Марвина. Ему перекрыли дорогу, которой он пользовался при подъезде к своей мастерской. В ответ на это Марвин решил проложить другую дорогу и даже купил для этого бульдозер, но городская администрация отказала ему в разрешении на прокладку новой дороги. В банке придрались к ранее оформленному ипотечному кредиту и пригрозили отобрать дом. Несколько раз к Марвину придиралась налоговая и пожарная инспекция, а также санэпидемнадзор, который выписал штраф на $3000 за неподключенные трубы к канализации на территории Марвина. Однако Марвин в принципе не мог подключиться к канализации, поскольку земля, по которой следовало прокопать канаву, тоже принадлежала заводу, а тот не спешил ему давать разрешение. В итоге Марвин платил бесконечные штрафы и даже в какой-то момент стал прикладывать к квитанциям записки со словом «трусы». Несколько недель Марвин провел в своей мастерской. За это время у него умер отец. Марвин поехал его хоронить, и пока он был в отъезде, ему отключили свет и воду. Марвин пытался оспаривать все эти решения в суде, но естественно, это было бесполезно. В итоге Марвин, бывший военный, закрылся на несколько месяцев в своей мастерской, чтобы отомстить всем, кто пытался отобрать его земельный участок. 4 июня 2004 года Марвин закончил свое творение – огромный мощный бульдозер, обшитый 12-миллиметровой броней. Он был обшит броней всюду, в нем не было даже мест, через которые можно было бы смотреть на дорогу. Вместо этого на бульдозере были установлены несколько камер с выводом изображений на мониторы, находящиеся в кабине. Помимо этого в кабине находились холодильник, кондиционер, противогазы, запасы еды и воды, а также из кабины наружу были выведены 3 винтовки. Снаружи в кабину было невозможно попасть. Сам Марвин попал в нее до того, как броня с помощью специального манипулятора была установлена на бульдозер. Несложно догадаться, что и выбраться из бульдозера тоже было невозможно. Впрочем, Марвин, видимо, и не собирался этого делать. В итоге, 4 июня 2004 года в 14:30 Марвин приступил к осуществлению своего плана мести. Для начала он поехал через территорию завода, снеся здание завода управления, цеха и вообще все до последнего сарая. Потом Марвин двинулся по городку, снял фасады с домов членов городского совета, разрушил здание банка, который пытался давить на него через досрочный возврат ипотечного кредита, разрушил здание газовой компании, отказавшейся заправлять его кухонные газовые баллоны, пытался подорвать с помощью винтовок цистерны с пропаном, но не получилось. Разрушил здание мэрии, офисные здания городского совета, пожарной охраны,
товарные склады, несколько жилых зданий, принадлежавших мэру, и городской полицейский участок. До кучи разнес редакцию местной газеты, которая печатала статьи против него, и общественную библиотеку, которой просто не повезло находиться в одном здании с мэрией. Короче говоря, Марвин снес все, что имело хоть какое-то отношение к местным властям, включая их частные дома. Конечно, Марвина пытались остановить. Сначала местный шериф с помощниками, используя револьверы и дробовики, потерпел неудачу. Затем по тревоге была поднята местная штурмовая бригада и до кучи лесные егери. У штурмовиков нашлись гранаты, у егерей винтовки. Один из полицейских забрался на бульдозер и попытался сбросить гранату в выхлопную трубу, но Марвин и это предусмотрел, вварив туда решетку. Сам же Марвин также использовал те винтовки, что были выведены наружу, однако по большей части он использовал их для устрашения, стреляя в основном в небо. Но все равно это не давало возможности полицейским приближаться к бульдозеру. В общей сложности, считая пальбу егерей, их к тому времени собралось около 40 человек, бульдозер принял больше 200 попаданий, начиная от служебных револьверов и заканчивая гранатами. Мэр городка хотел вызвать национальную гвардию, чтобы те нанесли авиаудар по бульдозеру, однако местные полицейские, к которым к тому времени присоединилась и полиция штата, отговорили мэра от этой затеи, потому что ВВС могли разнести заодно и окрестные дома, лишь увеличив разрушение. Огромные надежды были возложены на земельно-транспортную машину, но бульдозер без особых проблем снес ее. Все, что смогла в итоге реально сделать полиция, это эвакуировать 1500 жителей и перекрыть дороги. Когда же уже нечего было разносить, Марвин решил до кучи снести мелкооптовый магазин Gambles, но для него это стало последней целью, поскольку в процессе сноса бульдозер завалило обломками крыши, он застрял и заглох, и в итоге война Марвина Химейра завершилась в 16 часов 25 минут. Полицейские больше 2 часов боялись приближаться к бульдозеру, потом долго проделывали дыру в броне. Когда же она была вскрыта, то оказалось, что Марвин вовсе не собирался в тюрьму, и к моменту, когда полицейские добрались до него, он уже был мертв от пули, выпущенной себе в голову. Месть Марвина Химейра нанесла городу ущерб на 5 миллионов долларов, а заводу на 2 миллиона. Однако завод возобновил работу через 10 дней, все остальное отстроили или отремонтировали. Бульдозер же Марвина позже прозвали Киллдозер. Администрация решила его разобрать, во избежание того, чтобы он не стал неким символом для многих подобных Марвину отчаявшихся людей, которые решили бы повторить его поступок.